привет. Сегодня ты узнаешь все о нем, но прежде чем начать, хочу сказать. В магическом чате сегодня ночью вышло 2 обновления. Это по команде Оракул у вас идет, предсказание манги. Оно уникальное будет, потому что там 1 миллион вариаций. И по команде Таро вы можете задать вопрос «да», «нет» с новой моей колодой. Выпадет карта вместе с трактовкой, но только на «да», «нет». И все команды, все, что вам доступно, это все в закрепленном комментарии. Если вы не знаете, что такое закрепленный комментарий, то в чате спросите, вам обязательно отвечу или я, или девочки. И еще одно объявление для вас, для тех, кто не слышал. Раньше люди боялись пойти в проживание арканов, да, потому что там что-то нужно, как говорится, делать, а не просто так манна с небес падает. И многие переживали, что разбора нет, да, потому что я влезаю. Анна вообще не влезала в проживание других. Я влезаю только когда реально человек запутался. И сейчас есть по Кураптону, это также в чате отчетов написано в закрепленном комментарии. Есть полный разбор психологический каждого вашего отчета. По отчетам. Потому что само по себе оно не придет, нужно как минимум, да, писать отчеты. А это нулевое задание, если вы помните. В эзотерическую библиотеку добавлены книги и добавлен «Тысячеликий герой» в аудиоформате. То есть это та книга, которая самая первая, которую Анна вам всем советовала почитать. Но так как, я люблю слушать аудиокниги при движении, да, когда лечу куда-нибудь, еду куда-нибудь, и я добавил аудиоформат. Также в эзотерической библиотеке 900 книг и аудиокниг, поэтому заходите, все ссылки будут в описании. Но из этого всего самое главное то, что есть бот. Это не искусственный интеллект, это все лекции переведены в текстовый формат, обучен бот. И, соответственно, ваши отчеты он анализирует на основе лекций, того, что вы сказали. Понимаете? Отчет, например, я сегодня сходила в магазин и ничего не произошло. Бот, как говорится, будет направлять, говорить, что делать, задавать наводящие вопросы, чтобы вы, как говорится, понимали, чего крутить, куда вертеть. Это кроме того, что есть инструкции. 60 или 70%, которые арканы проживают люди, они не понимают, что есть инструкция. Инструкция в закрепленном комментарии. Прям подробно расписано. И есть также каждый разбор ежедневный каждого отчета. По желанию. Если вы хотите, то будет подробный отчет. Как говорится, за ручку возьмут и до мира доведут. Но это все-таки проживание аркана, это все-таки путь героя. Поэтому я советую лично, это ваше дело, как проходить, как проживать арканы, да, но я советую, до мага за ручку идти каждый день. Вот прям хотите вы, не хотите, прям вот до мага, то есть шут, всего шута прям проходите с полным разбором, чтобы вы влились в это проживание. Понимаете? И не бойтесь то, что вы чего-то не поймете, там все разжевано, и, соответственно, ежедневные разборы.
Прям подробные очень. Так, у нас сегодня все о нем. Кстати, ссылки в описании и в закрепленном комментарии к этому видео. Это на Бусе доступно из всех стран. Я повторюсь, что из всех стран. Там и из России, и из Германии, и из Америки, и из Украины, и из... был по всему земному шару есть, кроме Антарктиды, да, по понятным причинам, и кроме Австралии. Была одна девочка из Австралии, но она уже прожила давно арканы, уже ушла из проживания. То есть все страны, все, как говорится, континенты, кроме Австралии и Антарктиды, доступно из всех стран. А для тех, у кого YouTube работает, не работает, закрытые расклады, библиотека, все во всех странах работает, потому что видео сами находятся в Телеграме. Я не знаю таких стран, где Телеграм, как говорится, закрыт, да, запрещен. Но там, где, если у вас есть Телеграм или можете установить Телеграм, да, это ничего сложного, то пожалуйста. Если что-то непонятно, то пишите мне в личку на Бусти или в Телеграм. Итак, давайте начнем наш расклад, да, все-таки. Итак, первый вариант. Шестерка жезлов. Да, чего называть, все равно видите. Кстати, посмотрите вчерашний расклад «5 вещей». Он мне самому даже понравился. Итак, сегодня у нас ты пришла узнать все о нем, да? И первый вопрос – это его главное стремление на данный момент. Ну, знаешь, вот к чему он сильнее всего стремится, это вот, знаешь, у него в душе такое желание пылает доказать самому себе и миру, в том числе, что он не просто какой-то второстепенный герой в фильме, да, в «Чужом». Он мечтает прям выйти на сцену победителем, который уверен в собственной, как сказать, в собственной значимости, понимаешь? Он буквально вот рвется к профессиональному успеху. Он хочет, чтобы у него на работе все вот наконец-то увидели вот прям такие результаты, чтобы сказали: да, ты прям реально, как говорится, молодец. И неважно, сидит он там в офисе, где-то огороды копает, над своим бизнесом работает, неважно. И его амбиции, они еще также связаны с отношениями. Он хочет завоевать твое внимание. Подарить себе вот такое чувство, знаешь, вот когда мужчины говорят: да, я смог, я покорил ее сердце, вот он это хочет. При этом тебе нужно быть готовой, потому что, знаешь, есть проблема. У него есть, как сказать, не чрезмерное самолюбие. Понимаете? Как вот сказать? У него такое самолюбие, которое вот требует аплодисментов, восхищения, понимаешь? А стимул его скрытый – это жажда личной победы. Потому что он любитель все и всем доказывать. Он хочет быть в центре внимания, да? Но, возможно, вот не регулярно, да, но вот он хочет чувствовать, что он не где-то там на второстепенных ролях, на задворках, да, а вперед идет.
И сейчас у него стремление сосредоточено на том, чтобы почувствовать вот этот вкус успеха. Понимаешь? Зарядить свою самооценку он очень сильно хочет. И, конечно же, вот этот вайб поймать от того, что его признают как ты, так и на работе. Основной страх, который держит его в напряжении. Ну смотри, по магу это прям вот интересная картинка нарисовывается, да? Он так хочет контролировать все вокруг, но внутри от страха сжимается. А сжимается от страха от того, что вот, как сказать, вот он боится, что ситуация, она выйдет из-под его вот этой хватки. Он любит быть мастером, да, способным, как говорится, закрутить любые события под свои правила. И если где-то вот чувствуются ограничения, какие-то вмешательства, то он становится беспокойным. Понимаешь? Его пугает сама мысль, что он может потерять там уверенность в своих силах, да? Вдруг окажется не таким уж и гениальным. И вся его сила — это просто там волшебство, это трюк, не волшебство, а трюк. И это его самый сильный страх. А еще страшнее то, что он боится, что раскроются его какие-то вот эти фокусы. И тогда все увидят его вот, как говорится, простые человеческие слабости. И это его страх. Понимаешь? Именно вот эта боязнь неудачи или вот разоблачение иногда его нервы прям гоняет на карусели страха, понимаешь? И он старается, конечно же, в это время все держать лицо, показывать твердость, но он внутри, конечно же, переживает там, а вдруг я переоценил свои силы, себя, и это, по сути, его главный страх — быть не тем магом, каким хочет казаться. Понимаешь? Его главный источник радости по 7 кубкам. Ну, он любит мечтать, да? В голове строить воздушные замки. Любит, где вот все прекрасно, беспроблемно, все идеально. Он часто окунается вот в этот мир фантазий, да, где нет вот этой серости. И это дает ему топливо жить. Это его, как говорится, бензин. Понимаешь? И вот могут ли его вот эти фантазии, да, оторваться от реальности? Это вполне, конечно, да. Он способен радоваться самым сумасшедшим идеям, лишь бы они питали его вот этот эмоциональный голод. Понимаешь? Он рисует в голове такие сценарии с тобой, да, идеальных отношений. На работе он рисует фантазии про крутые карьерные вершины, да, путешествия без границ, можно сказать. Ему нравится чувствовать, что, как сказать, а вдруг это все будет? Вот примерно вот так вот. А вдруг там я стану начальником, а вдруг я до того ее покорю, что она готова будет мне сварить борщ. И вот это у него, а вдруг, вот это очень сильно крутится. Понимаешь? И вот это у него, и вот это у него конфета, да, вот эта мысль, это конфета егошня. И сказал все-таки. Это его конфета. Ему буквально нравится жить ради самой мечты. Даже если действия по воплощению мечты остаются, как говорится, на втором плане. Он счастлив, когда можно вот уйти от рутины и попасть в мир вот этот сказочных вариантов развития событий. Понимаешь? Но он не отрывается до конца от реальности, да, но иногда просто у него, знаешь, вот сердце поет, когда представит себе вот этот воображаемый триумф, да, ну или там любовь без компромиссов, где все его любят, и в том числе и ты. И не просто любят, да, а прям с аплодисментами любят.
так, как он видит свое ближайшее будущее с тобой по четверке кубков. Ну, хоть он, смотри, по прошлым картам и строит смелые мечты, да, но вот у него есть, появляется вот, когда он о тебе думает, нотка апатии, да, или даже, я бы сказал, страх, что вот все может оказаться не таким ярким, как он себе представляет. Он не уверен, что твоя реакция совпадет с его вот внутренними ожиданиями. Он, знаешь, он как будто вот думает, что, как сказать, вот, я, конечно, надеюсь, что все будет хорошо, да, ну а вдруг все не получится, а вдруг она не такая, и в итоге он топчется на месте, не решается на более смелые шаги в сторону тебя, понимаешь? Он ждал вот этого тепла подсознательно, да, но вот именно сейчас он не чувствует вот этой огромной искры. И это заставляет его держаться от тебя на дистанции, понимаешь? Он как будто вот проверяет, готова ли ты к чему-то большему, да, там, к семье, вместе жить и так далее. И при этом он не решается спросить прямо, чтобы не столкнуться, как говорится, вот с этим возможным разочарованием. Понимаешь? Потому что у него в голове мысль, вот это его останавливает, которая вот, а может, она не так уж меня и хочет, да, а может, я так и не так сильно нужен, как я себе это представляю и так далее. И с другой стороны, он не спешит, конечно, рвать контакты с тобой, потому что ожидание, хоть и грузит его, но все же шанс оставляет на что-то лучшее. Понимаешь? Какие усилия он готов вкладывать в ваши отношения по восьмерке Пентаклей? Ну, тут смотри, несмотря на все качели в его голове, а это именно качели, это он на карусельке катается своих страхов, он все равно готов, как говорится, вкалывать, да? Причем очень усердно и методично. Если он увидит хотя бы вот малейший проблеск, что ты идешь навстречу, то он, скорее всего, будет улучшать, там, чинить ваши отношения, двигаться к тебе навстречу. Понимаешь? То есть, как вот сказать, ему нужны гарантии, что все будет хорошо. Понимаешь? И главное для него сейчас это вот видеть смысл в том, что он делает, ну, в отношении тебя. То есть, если у него будут сомнения там в твоей там вовлеченности в отношения, то он просто сольется. Понимаешь? Потому что как только он увидит, что вы можете строить что-то реальное, основательное, да, там отношения, семью и так далее, то его старательность, они вылезут на первый план. И он начнет вот с усердием методично каждый кирпичик в ваши отношения вкладывать. Понимаешь? И он не сильно романтичный, да, но зато он готов вкладываться в совместное будущее. Да, он там цветочки не подарит, да, там розочки может там забыть подарить на ваше 89-й там день вашего знакомства, да, но он может подарить, как говорится, кусок мяса, таз пельменей, да, то есть он практичный больше, чем романтичный, понимаешь? В любом случае это то, что вот он не боится рутинных вот этих бытовых шагов для построения вашего совместного будущего, да, лишь бы результат, как говорится, радовал его. Ну, примерно так первый вариант. Давайте посмотрим второй вариант. Двоечки пристегнули штанишки,
и полетели, как говорится, да. Ну, и первая карта — это его главное стремление на данный момент. Ну, тут понятно, да? Он сейчас так заряжен, как будто вот в его голове мелькает вот этот план-банан, да, по продвижению вперед. Он хочет прогрессировать во всех сферах жизни сразу. И вообще не важно, строит он карьеру, ремонт затеял, машину чинит, пытается впечатлить тебя. Его моторчик, он сейчас на полную включен. И самое интересное, что он не просто мечется, да, а он целенаправленно прет вперед во что бы то ни стало. Сидеть и ждать результатов каких-то там фантазийных, да, он вообще не любит. Ему нужно действие, ему нужно по колеснице движение, ему нужна победа. И, конечно же, ты видишь, что он иногда торопит события, свято веря, что вот скорость равна успеху, да. И тебе стоит знать, что если он решил достичь чего-то, то остановить его, не получится. Это вот примерно так же, как вот ураган, шторм, да, попросить успокоиться. Шторму все равно на твои просьбы. И вот он жаждет покорить, там, завоевать, да, то есть он вышел на тропу вот эту больших перемен и вообще сворачивать не намерен. Понимаешь? И важно понимать, что вот в этой гонке за жизнью, да, главное не переборщить. Иначе вот это напряжение, которое есть при вот этой скорости, да, может его просто захлестнуть, поглотить и так далее. Ну, на данный момент он воодушевлен, да, он движим вот этой жаждой вперед к цели, вперед к звездам, вперед, как говорится, к тебе. И наблюдай и решай, готова ли ты, как говорится, бежать вместе с ним или навстречу ему. Основной страх, который держит его в напряжении. Ну, смотри. Несмотря на вот этот, я бы сказал, авантюрный задор по колеснице, да, внутри него сидит вот тот человек, кто боится разочаровать. Ему нравятся новые увлечения, эмоциональные всплески, вот эта вот колесница, но в глубине души он вот боится, что кто-то, и скорее всего это ты, увидит его вот эту, как сказать, невидимую уязвимость, понимаешь, и не примет ее. То есть он привык, знаешь, вот показывать только яркие стороны, да? Например, вот я тебе объясню на примере. Вот у него, например, красивая машина, да? А вот с левого боку большая царапина. И он тебе будет показывать правый бок, чтобы ты не видел вот эту царапину. Понимаешь? И я сейчас далеко не про машину. И ему вот эти слабые места трудно показывать, оголять трудно, понимаешь? Ему страшно, что вот искренняя чувственность, там, она обернется болью, да, отторжением. Он, знаешь, он как будто стесняется своей собственной ранимости. Поэтому он внешне всегда уверенный, галантный, уверен в своих силах и так далее. То есть он старается держаться ближе к образу рыцаря, вот в таких сверкающих доспехах, да? А внутри вечный вопрос: а достаточно ли я хорошо, как говорится, сверкаю, да? А действительно ли я тот рыцарь? И вот это напряжение иногда его парализует. Он хочет тонкого взаимопонимания, да, с тобой, но он не всегда верит, что его вот эти, я бы сказал, сентиментальные стороны, да, приняты будут тобой.
Так что пусть его вот эта беззаботность, да, там смешные какие-то выходки, они тебя не обманывают, потому что внутри у него сидит такое сердце, которое легко поддается ранимости, понимаешь? Его главный источник радости — туз пентаклей. Тут, давай напрямик говорить, да, деньги. То есть, и вот когда все в жизни под контролем, и такой результат дает, который можно пощупать. Понимаешь? Его стабильная работа, там крутая покупка, деньги, вот это все для него очень важно. Понимаешь? Для него важно ощущать, что он не пустой какой-то мечтатель, да, а то, что может, как сказать, обеспечить себе, тебе, детям, будущим, да, если их еще нету, вот эту безопасную, приятную реальность. Понимаешь? И это ни в коем случае не про меркантильность его. Это про удовольствие, вот, как сказать, это удовольствие быть тем, кто реально достигает достижений. Вот такая туфтология маленькая от меня. Но ты поняла, да? То есть новые возможности, новый какой-то проект, начинание, шанс какой-то подняться выше — это все его любимая дорога к счастью, понимаешь? И он прям вот кайфует от самих идей там строить, улучшать, понимаешь? И если он видит, что его шаги, они приносят реальный результат, то он, как говорится, улыбка до ушей, хоть завязочки порешей. И вот лучший ему подарок — это подтверждение, что его старания ценят. Понимаешь? То есть, например, если ты думала, какой бы подарок сделать, то самый для него вот идеальный подарок, он связан с похвалой его деятельности, его действий. Даже, может быть, это там открытка, где написано там «Ты самый крутой бизнесмен», да, например. Вот. Как он видит ближайшее будущее с тобой по десятке кубков? Ну, ему хочется комфортной гармонии, без драм, без ссор, без ничего. И это не про сказку, про вот эти фейерверки каждый день, да? Это про... Вот смотри, я тебе по-другому объясню, потому что, опять же, повторюсь, у меня в голове крутится, и я слов подобрать не могу. Вот смотри, я тебе скажу, какое будущее он хочет с тобой на примере. Вот есть такие пары, да, которые бегают, прыгают, фейерверки пускают, и это для них счастье. Он не такой. У него, знаешь, у него состояние, чего он хочет, это с тобой вот сесть уютно у камина, да, и чай с плюшками пить. То есть не бегать, не прыгать с фейерверками, да, а вот такой для него уют. Понимаешь? Он стремится к состоянию такому «я дома», где вы друг другу доверяетесь, не боитесь быть самими собой, понимаешь? Это я не говорю, что страсти нет. Это я говорю то, что он к этому стремится. Вот такому к тихому, уютному «я дома». Понимаешь? И он представляет примерно будущее ваше совместное, вот собираться вместе вечером, да, пить баранки с этим, с чаем возле камина, мелочам радоваться, возможно, как сказать, пазл вместе собирать, да? То есть уютное, эмоциональное, близкое пространство, близкое душе, да, где вы на одной волне, а не вот эти вот все, фейерверки и прочее. Понимаешь? И он, конечно, боится, что перегнет палку в своих ожиданиях. Потому что он идеализирует будущий общий вот этот рай, да? Но
Раз он видит это таким, да, значит, это для него очень важно. Ему нужна вот эта настоящая эмоциональная близость, где вот двое смотрят в одном направлении. Но для него это не поцелуй на крыше где-то там на закате, да, или на море, а вот тихий уютный домик, да. Ну, ты поняла, в общем. Совет тебе о нем, да. Ну, смотри, у него кипит энергия. Иногда вот это вываливается в конкуренцию. Желание доказать свою правоту во что бы то ни стало. И у него есть такие вспышки упорства, да, я сказал, значит, так и будет. И вот рогами упирается этот телец и не туда, и не сюда. Понимаешь? И тут, конечно, карта показывает, что вы можете столкнуться там в спорах, в горячих дискуссиях, но, по сути, этот накал, он будет полезен. Если его, конечно, не превращать в скандалы, а в дискуссию, понимаешь, в диалог. А совет тебе тут простой. Свою позицию отстаивать не бойся. Если чувствуешь, что он одеяло перетягивает на себя, да, то отстаивай свою позицию. Спор — это не враг отношений. Главное — не переходить границу взаимного уважения. Споря с человеком, уважай его, даже если он не прав. Понимаешь? А он очень прям упрямый, как... Да он телец. И он ценит тебя, когда видит перед собой сильную женщину. Ну, не женщину, дело тут, знаешь, не в поле, а вот сильный партнер, давай так назовем, который умеет показать, что ему важно, без истерик, без скандалов, а вот диалогом, возможно, жарким диалогом, да, который закончится потом ты сама знаешь как. И если ты свою линию, как говорится, хочешь прогнуть, то тебе это нужно делать очень грамотно. Никакой игры в жертву, никаких там вот этих «я молчу, потому что я обиделась». Он просто уйдет от тебя через год, и все, с такими вот обидчивыми молчаниями. Ему нужен ясный, прямой разговор, диалог, дискуссии, возможно, жаркие дискуссии, да, но не истеричные. Без вот этой «я жертва, ты меня не понимаешь», ты просто его лишишься. И вот, когда его пыл переходит в здоровое обсуждение, а не вот в этот разрушительный конфликт, то у вас все будет заканчиваться совместным питьем компота. Жаркого-жаркого горячего компота. Ты меня поняла. Давайте перейдем к третьему варианту. Ну что, троечки, одевайте штанишки, пристегивайтесь этими, как их называют? Забыл. Пристегивайтесь чем-нибудь, да, и полетели. Первый вопрос, первая карта — это главное стремление его на данный момент. Тут даже трактовать не надо. Туз жезлов — это туз огня, и в нем бурлит прям энергия, желание все поменять, завоевать новые вершины, начать все с чистого листа, как будто он он горит энергией. Он хочет ярких впечатлений, громких достижений, понимаешь? И его сейчас распирает идея какое-то начинание прям дерзкое сделать, понимаешь? И он хочет
встряхнуть свою жизнь, свой быт, свою рутину, понимаешь? И, конечно же, показать себе и тебе, что он способен на вот этот рост, причем энергичный. Даже если он там не афиширует свои планы, да, то изнутри он прям горит вот этой мыслью, да, что он может больше, чем думают все и даже он сам. Понимаешь? И, конечно же, вместе с этим вдохновением приходит и риск распылять свою энергию. Потому что, знаешь, вот туз жезлов, он дает стремительный порыв, да, который, как говорится, может легко сдуться, как шарик, если его не подкрепить вот этими реальными действиями. Так что он сейчас, скорее всего, знаешь, в режиме, как сказать, вот этот внутренний костер горит, да, как говорится, глаза блестят, сердце стучит, и вопрос лишь в том, что хватит ли ему дисциплины и силы воли, чтобы вот эту энергию превратить во что-то устойчивое. Понимаешь? Так что, если он на первый взгляд какой-то там спокойный и так далее, просто знай, что вот внутри него буря энергии, энтузиазма. Жажда прям вот кардинально обновить свою реальность. Понимаешь? Основной страх, который держит его в напряжении по шестерке мечей. Ну смотри, тут он, если ты вот на него посмотришь, да, то он порой, как сказать, уходит в себя, да, там старается не влезать в лишние разговоры, потому что в глубине души у него сидит вот этот страх, который связан с прошлым, когда все рушилось и оставалось только спасаться бегством. Как эмоциональным, да, там внутрь себя сбежал и так далее, так и физически. И теперь он боится повторить вот эти старые, как сказать, старые раны. Понимаешь? Например, там начать открываться кому-то, а потом срочно гасить вот эти чувства, да, если что-то не так идет. Его главный страх — это заострять вот в этой старой драме, от которой он очень долго убегал. Он предпочтет, знаешь, тихо уплыть из вот этих бурлящих вод, чем столкнуться там с проблемами лицом к лицу. То есть, если скандал затеваешь, да, если вы так близко знакомы, то он просто тихонечко ретируется. И, возможно, ты его так можешь потерять. Понимаешь? Потому что, он такой человек. Понимаешь? Эта осторожность, вот эта осторожная нота, да, она может выглядеть как его холодность, да, или даже скрытность. Но суть в том, да, правда в том, что он боится, что вот прежние ошибки, прежние там какие-то конфликты, они вернутся, и он будет кататься на этой карусели обид из прошлого, да, и все заново такое начнется. Поэтому ему важнее для себя выжить, да, без лишних вот этих потрясений, чем рисковать сердцем и снова переживать вот эти раны и так далее. Его главный источник радости по королю мечей, понятно, да? Контролировать все, всех подряд. И не обязательно вот в плане диктатуры, да? Скорее вот он получает искреннее удовлетворение, когда вот все логично, все понятно, каждый шаг просчитан в будущем, да? Ничего не отвлекает от цели. Я иду, знаю куда, как говорится, и вот это его радость. Чувствовать, что вот голова четко работает, решения принимаются хладнокровно, эмоции не мешают вперед двигаться. Это его радость. Я бы сказал, что для него радость
как сказать, эмоционально не открываться. Не любить, я бы сказал. Понимаешь? Потому что он гордится своим вот этим умением держать все в руках. Как там деньги, действия какие-то и также эмоции. Понимаешь? И он вот в этой позиции, в холодной голове, да, он испытывает особый прилив уверенности в себе. Понимаешь? И он прям кайфует от слов, например, там «я подумал, я решил». Так будет лучше для тебя, для меня, для всех. Это прям его самая, извините меня, кайфушная вот эта радость. Понимаешь? Ну а со стороны это может выглядеть для других там несколько черствым, да? Но ему это вот прям невероятную стабильность дает, да, и ощущение, что все идет по правильному пути. Если он улыбается, возможно, он вот только что, как говорится, доказал свою правоту. Вот примерно вот так вот. Как он видит свое ближайшее будущее с тобой, сила, но даже трактовать не нужно. Он ваше совместное будущее видит вот так. Я беру тебя за руку, я тебя поведу, а ты следуй за мной. Понимаешь? Ну, не пугайся, конечно, потому что сила — это возможность не только продавливать ситуации, отношения и так далее, но это и вдохновлять тебя вот на общий рост с ним, понимаешь? Где ты тоже можешь проявить волю. И он чувствует, что вы вот оба способны мощно друг друга поддерживать, да, преодолевать, держась за руку, любые проблемы. И он подсознательно ждет, что вы вот, как сказать, вы оба будете играть по его правилам игры. Но при этом его манит твой вот этот внутренний стержень, понимаешь? Если он увидит в тебе вот не слабую ведомую, да, а равноправного партнера, который умеет мягко, но твердо отстаивать свои позиции, да, то ему еще интереснее станет. Он прям по уши втрескается в тебя. И планирует будущее он, где вот, как сказать, вот энергетическо-эмоциональная связь между вами, чтобы она была вот как две сильных половинки одинакового веса, понимаешь? Ну, конечно, нужно помнить, что он попытается навязать тебе слишком жесткие сценарии. Когда вы начнете там вместе жить, если не живете, он первое время будет испытывать тебя на прочность. Сильна ли ты так, как он хочет? А тут уже дальше решать тебе. Сольешься ли ты в истерики, в ссоры, или ты уйдешь, или ты это выдержишь, и вы будете равноправными партнерами. Тут уж от тебя зависит. Ну а совет тебе по 5 мечей, ну смотри, тут все непросто. Если у вас всплывет конфликт, да, там конфликт интересов, границ личных и так далее, то он может пойти, как говорится, на хитрость и на резкие выпады, чтобы своего добиться. И, конечно же, если появятся разногласия, то будь готова к тому, что он способен вот резко высказать там колкие слова, там колкие замечания, даже задеть твое самолюбие. И тебе нужно понимать, что он тот человек, который предпочитает во что бы то ни стало, да, в споре побеждать. Поэтому не давай втянуть себя в игру, кто кого переспорит. Потому что это затянет. И оставит обоих на поле вашего ссорного боя, да, с ощущением горечи.
Вместо этого старайся пресекать вот эту его токсичную манеру. А это именно токсичная манера. Не ввязывайся в эти пустые, эти ссоры, баталии, не провоцируй его самолюбие. Но и не молчи, если за тобой правда, понимаешь? Это будет только первое время. Совет в чем? Что не теряй здравый смысл, когда чувствуешь, что вот все движется вот к словесной перепалке, да? Потому что спокойный и твой уверенный тон, он будет сильнее его. Сильнее, чем вот эти громкие обиды, острые словечки и прочее. Понимаешь? Лучше, как говорится, сделать шаг назад, если видишь, что он на грани агрессии. Пусть увидит своими зенками, извините меня, что ты не такая простая, ты дедова внучка, и ты не истеричка. А дедова внучка что сделает? Подойдет нежно-нежно. Вот он агрессивный стоит, сопли из носа. А что она сделает? Подойдет, нежно обнимет и нежно на ушко прошепчет: «Если ты сейчас не успокоишься, я дам тебе леща».